Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю — это неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного у львов произойдет. Я напоминаю о том, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк, сообщение, какой-нибудь комментарий, если вы того захотите. В любом случае, всегда очень рада вашим сообщениям, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, расклад на 2 колодах по дням, то есть на каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала это будет основная колода, затем колода дополнительная. И смотрим на те комбинации карт, которые у вас, львы, выпадут. Итак, неделя с 27 апреля по 3 мая. Что же она вам готовит? Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Ну, давайте посмотрим. Первая карта у вас карта Луна. Карта, казалось бы, каких-то сомнений, страхов, переживаний Луна. Но также она может, кстати, говорить и о мечтах, о каких-то надеждах, которые вы здесь можете питать, да? Надеяться, что что-то осуществится, получится, но есть сомнения в том, насколько это, конечно, реально. Тем не менее, Луна чаще все-таки она о переживаниях, о страхах, о неуверенности в чем-то, возможно, о том, что вы преувеличиваете какие-то страхи, то есть гиперболизируете их, возможно, даже, не знаю, необоснованно их преувеличиваете. Карта Луна, она в целом может еще означать какие-то вопросы и вещи, касающиеся, на каких-то снов, которые вам могут сниться, может быть, каких-то ситуаций, касающихся ночи, то есть, плохо спите ночью, бессонница, или работаете, заняты ночью, то есть вот что-то такое, да, по карте Луна. Луна, знак рыб, может быть, общение с человеком знака рыбы, все-таки старший аркан. Но давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Львы, почему у вас выпала карта Луна на понедельник. Тут же карта принца дисков или рыцаря дисков земной стихии. Карта земного знака, может быть, общение с земным знаком зодиака. Это тельцы, козероги, может быть, девы. Вот. Также вы здесь по принцу дисков, вы можете здесь надеяться на какой-то удачный исход событий, то есть питать надежды, верить, поэтому карта Луна. Возможно, вы здесь по карте, да, этого рыцаря Пентаклей стараетесь верить, что у вас что-то удастся, получится сделать, если вы проявите терпеливость, выносливость определенную, что нужно как будто бы вам чего-то подождать. Вот ощущение ожидания, потому что вот по принцу дисков как будто бы вы понимаете, что ускорить ситуацию не можете. Вам придется проявить терпение, терпеливость, выносливость. И поэтому здесь эта карта. Он такой неспешный. Да? Возможно, здесь какие-то ожидаемые события должны произойти, но все равно нужно подождать, и у вас по Луне возникают какие-то накручивания себя, какие-то переживания или додумывания этого вопроса. Поэтому плохо можете спать по ночам. Дальше идет 6 кубков, и это карта уюта и семьи. И в целом-то во вторник она может показывать какую-то ситуацию, связанную с вашими детьми, внуками, не знаю, у кого что. Может быть, просто, да, ваши близкие, ваша семья. Может быть, вас приглашают на какой-то юбилей семейный, и вы имеете возможность встретиться с вашими родственниками здесь, провести с ними время. Может быть, кого вы давно не видели, у вас есть шанс здесь это сделать, потому что есть подходящий повод, к примеру. Или вы уделяете много времени здесь своей семье, своим близким, просто решаете какие-то вопросы ваших детей, допустим, в этот день. Также и по 6 кубков вы можете здесь чувствовать в целом покой.
гармонию какую-то, что вот, ну вот, да, ощущение вот такого умиротворения, что вы в кругу своей семьи, своих близких. Еще шестерка кубков, она в целом о ностальгии, о воспоминаниях о прошлом, о воспоминаниях о каких-то ситуациях или каких-то местах, где вы были раньше. Возможно, там, не знаю, встреча с кем-то, кого давно не видели, может быть, старые там приятели какие-то школьные, университетские. То есть здесь возможность, чтобы что-то напомнило о себе, что имело отношение ранее к вашей жизни. Да, ну вот она шестерка кубков, карта шестерка кубков. Может быть, вы свое детство вспоминаете, да, юношеские годы, не знаю. Но давайте посмотрим дальше у львов на вторник, что еще здесь будет к этой шестерке кубков. Карта девятка мечей, карта в целом каких-то, даже не знаю почему, девятка мечей — это переживания, девятка мечей. Кстати, может быть, бессонные ночи какие-то здесь, может быть, ближе к вечеру, плохо спите, много о чем-то думаете, может быть, очень много каких-то вопросов здесь решается, связанных с вашей семьей, и вас они беспокоят, и вы здесь в чем-то сомневаетесь, думаете, как лучше поступить, из-за этого можете много волноваться, и вот, да, может быть, много мыслей по этому поводу. А дальше идет семерка. Кстати, может быть, вы скучаете здесь. Да, может быть такой момент, если кто-то на расстоянии, может быть, скучаете о ком-то, может быть, о ваших детях, к примеру. Дальше идет семерка кубков, карта вариантов. Много вариантов, много возможностей, много каких-то предложений, может быть. И вы думаете, какой вариант выбрать, какой будет лучше, чтобы не ошибиться. А вы правда боитесь ошибиться, боитесь оступиться, боитесь сделать неправильный, неверный выбор. И вот семерка кубков, она об этих трудностях. В целом, если говорить о воображении, о творчестве, то эта карта хорошая, потому что она как муза, которая приходит к вам вдруг, и есть желание что-то творить, делать, картины рисовать, там стихи писать. Окей, если для кого-то такое важно, то, возможно, это так отыгрывается. Но чаще всего это варианты. Варианты, каких-то много-много вариантов, есть много каких-то возможностей. Вот она, семерка кубков. Давайте посмотрим еще варианты, да, варианты. Карта четверка мечей, карта четверка мечей здесь о том, что вы делаете паузу, вы останавливаетесь перед тем, как принять какое-то решение, копаетесь в себе, прям пытаетесь проанализировать ситуацию. Здесь по четверке мечей может речь идти о том, что вы пытаетесь разобраться в своих истинных мотивах, да, как заглянуть внутрь себя. Это не просто так эти мечи направлены в центр этого цветка, да, то есть вы как будто бы центрируетесь на своих мыслях, на своих ощущениях. В другой колоде 78 дверей, там слепой мужчина изображен в очках в черных, и он как будто бы, да, по-другому не может видеть окружающий мир, он ориентируется на свои внутренние ощущения, ну и на ту палочку, которую он, соответственно, пытается прощупать дорогу перед собой. То есть вы здесь стараетесь заглянуть в себя, в свои ощущения перед тем, как принять какое-то решение. Ну и также это в какой-то степени, опять-таки, как пауза, где вы можете отдохнуть, передохнуть, отдохнуть, остановиться, просто дать себе время, успокоиться от чего-то. И в целом-то четверка мечей, она о путешествии. Даже не знаю, как оно здесь может связаться, но вот путешествие. Может быть, вы рассматриваете какой-то вариант, куда поехать дальше, или вот какой билет дальше купить, или что дальше делать, то есть какой-то вариант с переездом. Дальше идет девятка кубков, и она о праздниках, о довольстве собой, о каком-то ощущении роскоши, что вот у меня все хорошо, я могу себе много позволить, я вот в достатке живу, не знаю, в каких-то даже излишествах, может быть, что-то лишнее себе позволяете здесь, а может быть, вас приглашают там на какое-то мероприятие, день рождения, еще куда-то, и вы туда идете, и там есть какие-то застолья, праздники, тоже как вариант такой может быть. Но давайте, львы, посмотрим, почему в четверг выпала девятка кубков, здесь еще и туз мечей, то есть решается какой-то вопрос, решается какая-то ситуация, и для вас она решается успешно. И это хорошо, да? То есть ощущение свободы, ликования, триумфа от того, что ура, у меня получилось, да? Ура, мне пришла эта идея гениальная. Ура, я проявил решительность, там, добился успеха в каком-то вопросе, к примеру, рабочем даже вопросе. То есть это не обязательно прям пиршество, да, как я сказала, это успех, ощущение успеха. Я смог, мне есть, да, за что гордиться. Дальше идет десятка мечей, и она же переходит в пятерку пентаклей, четверку чаш. И вот давайте посмотрим. Десятка мечей о ощущении стресса какого-то и
переживаний, что-то не совсем комфортно, что-то не совсем вам здесь нравится, что-то доставляет какие-то вот такие ситуации, да, по десятке мечей, которые хотелось бы завершить. Ну, давайте посмотрим пятница, почему у вас выпадает эта десятка мечей, карта пятерка кубков. Все-таки, да, пятерка кубков, могут возникать какие-то неприятности, какие-то непредвиденные сложности, что-то провально, неудачно, или какая-то проблема возникла, и она вызывает у вас дискомфорт. Может быть, в общении с кем-то, или какой-то конфликт, или вот что-то такое могло здесь произойти, и оно вас может немножечко ввести в такое, как отчаяние, да, разочарование. Или вы зациклены на какой-то неудаче прошлого и вспоминаете здесь об этой неудаче. Хочется вам эту ситуацию завершить, конечно, но вы о ней думаете, вы на ней зациклены, и вот что-то такое здесь может давать о себе знать. Дальше пятерка пентаклей, тоже по сути не самая хорошая карта, потому что она о неприятностях, о том, что вы чувствуете какую-то потерю денег, или вы чувствуете себя не совсем здесь в своей тарелке, может быть, не везет опять-таки в чем-то, что-то планировалось и не получилось так, как хотелось. Может быть, вы здесь чувствуете, что кто-то меньше внимания вам уделяет, чем хотелось бы, к примеру, вам по пятерке пентаклей. Может быть, у кого-то, не дай бог, какая-то проблема там со здоровьем, дополнительные расходы с этим связаны или что-то в этом духе. И тут же принцесса дисков, карта земного знака, и, возможно, здесь это связано с земным знаком, то есть с девами, тельцами, козерогами. А возможно, по принцессе дисков все-таки здесь идет речь о каком-то шансе, который, допустим, упущен, какой-то возможности, где не была проявлена решительность, и вы ею не воспользовались. И вот четверка кубков показывает, что было предложение, была возможность, вы как будто бы его не приняли, от него ушли и немножечко расстроены, что ну вот, да, почему-то не получилось вот этот момент вовремя увидеть или что-то такое вот сделать хорошее, что предлагалось. Потому что опять-таки вы зациклены на чем-то неудачном, обижены на что-то, и это что-то как будто бы вас немножечко стопорит, тормозит. Давайте посмотрим на воскресенье для львов, почему здесь четверка кубков, и здесь карта башни тоже. Действительно, как ощущение разрушения, что что-то не получилось, ощущение обиды, что это что-то не получилось, и вы можете за этой ситуацией не увидеть действительно что-то удачное и хорошее, что вам предлагается. И потом можете об этом пожалеть. Да? То есть лучше все-таки каким-то образом здесь не упустить эту возможность, то есть заметить эту возможность. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов, я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.